Черный день для авиации Украины, штурм с неба, удар во время воздушного боя. Киев признал большую утрату, ударный кулак ВСУ. Военные позиции заняты, президент срочно созвал военных. Подготовка побега из страны, срочное обращение власти к народу. Названы сроки завершения войны, данные разведки. Трамп меняет план санкций против РФ и жесткие требования Путина к Украине. О чем речь? Гибель солдат Будапешта на фронте, резонансный скандал в Венгрии, предвыборная схватка Орбана и Мадьяра из-за 33-секундного видео. Что было опубликовано? План ликвидация, спецоперация сорвана, масштабные обыски, силовики Киева в Молдове. Однополые браки как билет в ЕС, арест депутатских миллиардов, атака на Черноморский флот, как Германия спасает одиноких женщин и что может разрушить брак быстрее быта. Опубликованы данные исследования. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Гибель солдат Будапешта на фронте в Украине стала причиной резонансного скандала в Венгрии. Расстрельный ролик партии Орбана бьет просмотры и поддается критике. Венгерская политика закипает перед выборами 12 апреля. Правящая партия Фидес выпустила 33-секундное предвыборное видео, созданное искусственным интеллектом, в котором маленькая девочка плачет у окна и ждет своего отца, который в итоге погибает на фронте от рук противника. Подпись «Сейчас это лишь кошмар, но Брюссель готовится сделать его реальностью. Фидес – безопасный выбор». Это была цитата. Мировые агентства пишут, что Орбан играет на теме войны и мира. Вновь повторяю, что вступление Украины в Евросоюз может втянуть ЕС в войну с Россией. Орбан представил парламентские выборы, назначенные на 12 апреля, как выбор между войной и миром, утверждая, что центристско-правая партия Мадьяра Тисса по требованию Европейского Союза втянет Венгрию в войну Украины против российского вторжения. Оппозиционные силы уже опровергли заявление Орбана и его предвыборную атаку. Тисса заявляет, что ни войск, ни оружия в Украину отправлять не собираются. Лидер оппозиционеров Мадьяр заявил, что Орбан перешел все границы, растоптав базовые человеческие и моральные нормы. Прозвучало требование немедленно удалить видео. Теперь стало совершенно ясно, кто в Венгрии настоящий торговец ненавистью. Тот, кто способен прибегать к таким средствам, служит не нации, а разрушает ее. Этот подлый инструментарий шокирует и возмущает каждого порядочного человека. Пусть всем будет ясно. В общественной жизни нет места тем, кто не осудит это решительно и безусловно. Украина должна обеспечить юридическое признание однополых браков для вступления в ЕС. Об этом заявила Еврокомиссия, напомнив о защите прав однополых пар в соответствии со стандартами Союза. Такой ответ был направлен правозащитным организациям, которые раскритиковали проект нового украинского гражданского кодекса. По их оценке, документ сужает права однополых пар и признает фактически семейный союз только для разнополых партнеров. В Брюсселе напомнили, что украинское законодательство должно соответствовать стандартам ЕС и Хартии основных прав, включая запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Отдельно подчеркнуто обязательство Украины выполнить решение ЕСПЧ по делу Маймулахин и Маркев против Украины, предусматривающее правовое признание таких пар. В Еврокомиссии заверили, что будут внимательно следить за выполнением этого обязательства, а также поднимать вопрос влияния нового проекта Гражданского кодекса на права представителей ЛГБТИК+, во время регулярных мониторинговых встреч и официального диалога с украинскими властями. А в России другая война за хорошую безбедную депутатскую жизнь, и она проиграна бывшими и нынешними представителями Госдумы РФ. У народного избранника изъяли более 200 объектов недвижимости, бизнес на 20 миллиардов рублей. Центральный районный суд Сочи удовлетворил антикоррупционный иск замгенпрокурора к бывшему и действующему депутатам Госдумы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, а также депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко. В доход государства обращены 19 предприятий стоимостью 21,7 миллиардов рублей и 207 объектов недвижимости в разных регионах России. Дополнительно взыскано более 95 миллионов рублей. По версии следствия, с 2016 года Вороновский организовал систему откатов и взяток при распределении дорожных госконтрактов. В деле также фигурирует бывший министр транспорта края Алексей Переверзев. Ущерб по эпизоду с мошенничеством оценивается в 2 миллиарда рублей. Следствие утверждает, что через Ассоциацию Союз дорожников Кубани контролировался доступ к госзакупкам, а размер откатов устанавливался централизованно. Параллельно с этой новостью Путин отдал приказ и сделал
сделал заявление: вор должен сидеть в тюрьме. На совещании судей заявил, что по экономическим и предпринимательским делам арест не всегда оправдан, особенно если речь идет о небольших правонарушениях. Ну, конечно, как и в известном фильме было сказано, все мы помним, вор должен сидеть в тюрьме. Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы это хорошо с вами знаем, с скамьи университетской, с институтской, самое главное что? Чтобы наказание было неизбежным. А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, это как раз ваш вопрос. Польша готова наказать российских солдат. Варшава заявляет о возможности экстренного минирования границы с Белоруссией и Калининградской областью. В ход пойдут противопехотные мины. На это у военных уйдет всего 48 часов, заявил премьер Польши Туск, напомнив, что страна ставит крест на Оттавской конвенции. Речь идет о полноценном возвращении к производству противопехотных мин впервые со времен Холодной войны. Причем Варшава не исключает и поставок Украине. Туск уточняет, что срочное минирование может быть применено в случае угрозы, намекая на возможное наступление российских войск, о которых так часто говорит западная разведка. Напомню, Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе и официально выйдет из договора после завершения 6-месячного периода выхода, который истекает 20 февраля, то есть сегодня. Шанса практически нет. Украина и Россия не достигнут мирного соглашения, которое положит конец войне в этом году. О сроках завершения боевых действий высказались представители разведслужб 5 европейских стран в интервью Рейтер. Издание пишет: европейцы считают, что Москва не собирается сворачивать войну и использует переговоры с США как ширму ради снятия санкций и многотриллионных бизнес-договоренностей. При этом, по данным разведки, стратегическая цель Путина – свержение Зеленского. Уже после Украина как буферная и нейтральная зона, говорится в материале. Россия не ищет мирного соглашения. Она добивается своих стратегических целей, и они не изменились, сказал один из руководителей европейской разведки. Среди этих целей – смещение украинского лидера Владимира Зеленского и превращение Украины в нейтральный буфер между Россией и Западом. Европа берет войну на себя и требует места за столом. Главным донором выживания Украины стала уже не Америка, а Европа, пишет издание Axios. В 2025 году европейская военная помощь выросла на 67%, финансовая и гуманитарная на 59%, тогда как американская поддержка практически остановилась. В Брюсселе и Берлине теперь прямо говорят: раз Европа платит, она должна участвовать в переговорах. Но в Белом доме не спешат делиться переговорной площадкой, считая, что жестко настроенные европейские лидеры являются помехой для быстрого соглашения, уточняют авторы материала. Американская разведка, обеспечение санкций и продажи оружия по-прежнему играют незаменимую роль в обороне Украины. Белый дом проявляет мало интереса к повышению статуса Европы как формального партнера по переговорам, рассматривая ее европейских лидеров жесткой линии одновременно как помеху и препятствие для быстрого мира. Трамп при этом наносит удар по РФ. Накануне США еще на год продлили санкции против России. Белый дом официально заявил: действия Москвы по-прежнему рассматриваются как угроза национальной безопасности США, а значит, санкционный режим остается в силе как минимум до марта 2027 года. Черный день для авиации Украины. Удар по военной технике во время современного воздушного боя. Украина признала большую утрату. Во Львовской области простились с 4 военнослужащими бригады армейской авиации. Все они погибли при крушении вертолета Ми-24, который был атакован российским ударным дроном. Это невосполнимая потеря для нашей авиации, для всей страны и прежде всего для семей. Искренние соболезнования осиротевшим семьям. Эти воины до последнего оставались верными присяге и героически выполнили свой долг перед украинским народом. Глубокое уважение и вечная память. Все произошло во время боевого задания. Экипаж получил приказ вылететь для перехвата российских ударных беспилотников, которые атаковали страну. «Шахед» не был видим на пункте управления. Люди, проводившие расследование, утверждают, что такого случая они раньше не видели. Вертолет получил настолько серьезные повреждения, что его можно считать практически разорванным на куски. Тела были сильно обгоревшими. Что именно за шахед попал в вертолет, пока мне неизвестно, добавил брат погибшего.
Россия при этом пишет о своих потерях. Украина нанесла удар БПЛА по транспортно-десантному катеру Черноморского флота РФ в Крыму. Фото последствия опубликованы в российских пабликах. Украина при этом официально заявляет, армия пошла в атаку, ВСУ штурмуют позиции россиян на юге страны, в частности на Александровском направлении. Причина контратаки – действия ВС РФ. Те тоже идут вперед и пытаются продвинуться в сторону Днепропетровской области. Там мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия. Поэтому врагу там сейчас не сладко. Но он не прекращает своей активности. Масштабные обыски в рамках спецоперации, подготовка к ликвидации публичных лиц Украины. Молдова в центре внимания. Спецслужбы Киева и Кишинева проводят операцию по нейтрализации. Заговор против известных людей с целью дальнейшего устранения. СМИ Молдовы пишут: заказчик – Россия. К делу подключены офицеры по борьбе с организованной преступностью, следователи Национального инспектората расследований и спецбригада «Фулджер». Имена предполагаемых целей держатся в тайне. О задержаниях официально не сообщается. Силовики обещают раскрыть детали после завершения процессуальных действий. Власти Молдовы и Украины заявляют, что расследование касается подготовки покушений на украинских публичных лиц. Возможно, известных политиков, должностных лиц или лидеров. Они утверждают, что этот план был организован или координировался агентами российской разведки, действующими тайно в регионе. Военные силы США занимают позиции. Переброска войск практически завершена. США и удар по Ирану остаются в фокусе внимания. Сроки сжимаются. Президент анонсирует большую войну. Отчет по-трамповски пошел. Если Тегеран не пойдет на сделку на условиях США, Иран ждут плохие вещи, заявил накануне американский лидер. Он обещал принять решение в течение 10 дней. При этом риски огромны. Нью-Йорк Таймс пишет: Иран может ответить массированным ракетным ударом по Израилю и американским базам в регионе. Американские стратегические бомбардировщики Би-2 приведены в повышенную готовность. Высокопоставленные представители по национальной безопасности предупреждают, что операция по смене режима в Иране не гарантирует успеха. По словам эксперта Вали Насра из университета Джонса Хопкинса, дипломатия дает США время подготовиться, но одновременно позволяет Ирану планировать ответные действия. Президент срочно созвал военных. В кабинете для секретных совещаний Белого дома прошли закрытые переговоры. Окончательные решения о возможных военных действиях пока не приняты, сообщают источники NBC News. При этом одна из главных и возможных целей – свержение власти, переворот и обезглавливание страны. Если Трамп попытается свергнуть режим, он может приказать провести ряд тайных операций, а также обезглавливающие удары, направленные на ликвидацию руководства страны, включая высшую власть, верховного лидера Аятоллу Али Хаминеи. Любые удары по ядерным объектам, вероятно, будут включать атаку на Кухе-Колан-Газла, подземный объект, вырубленный в горном массиве, который не подвергался ударам в июне, сообщили бывшие чиновники и эксперты. На фоне этой информации в Европе призвали граждан срочно бежать из Ирана. Остались считанные часы на подготовку и на побег, и на эвакуацию, заявил польский премьер Туск, обращаясь к полякам. Через несколько 10 или даже несколько десятков часов возможность эвакуации может стать невозможной. Прошу отнестись к этому крайне серьезно. У нас есть негативный опыт прошлого, и некоторые люди игнорируют подобные обращения и информацию, поэтому я хочу еще раз подчеркнуть. Пожалуйста, немедленно покиньте Иран или воздержитесь от поездок в эту страну, поскольку в случае серьезного конфликта никто не сможет гарантировать эвакуацию. Парламент Германии под угрозой. Сотруднику депутата от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» окончательно перекрыли доступ в Бундестаг из-за связи с Россией. Соответствующее решение принял админсуд Берлина, а суд высшей инстанции его подтвердил. Об этом сообщает Шпигель. По данным суда, мужчина поддерживал тесные контакты с гражданином России, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Эти связи могли использоваться для шпионажа в немецком парламенте. Далее цитата из заявления суда: «Поставить под угрозу демократический процесс и конституционный порядок Федеративной Республики». В итоге работнику парламента навсегда закрыли доступ в непубличные здания Бундестага. По данным фракции АДГ, после парламентских выборов 2025 года в пропусках уже отказали 7 их сотрудникам. Ему запрещен доступ в здания, закрытые для общественности. По внутренним правилам парламента сотрудники депутатов обязаны проходить проверку на благонадежность. По мнению суда, истец не смог убедительно доказать свою надежность.
И к другим темам. Дом площадью 6 квадратных метров. Такое микрожилье пользуется большим спросом в Берлине, и оно бесплатное, предназначенное исключительно для бездомных женщин. В крошечном деревянном доме есть все необходимое: кровать, стол, USB-розетка, огнетушитель и инфракрасное отопление, чтобы не замерзнуть зимой. Душ и стиральная машина в соседнем здании. Таких домов всего 6, пишет Berliner Zeitung. Проект запустили в сентябре 2025 года для женщин, которым не подходят обычные приюты. В столице Германии, говорится в материале, около 10 тысяч человек живут на улице, более 50 тысяч в приютах. Женщины составляют до четверти бездомных. Чтобы заселиться в микродом, надо пройти собеседование. Попасть сюда можно не по направлению властей, а после беседы с соцработниками. Цель – дать женщинам чувство безопасности и возможность выдохнуть. Наличие собственного ключа психологически очень важно. Это помогает вырваться из замкнутого круга бездомности и постоянного поиска ночлега. Деньги могут разрушить брак быстрее измен и семейных скандалов. Об этом говорится в исследовании под названием «Изучение связи между финансовыми проблемами и разводом». Ученые опросили более 4,5 тысяч пар и выяснили, именно финансовые ссоры – главный звоночек развода, опережающий проблемы с детьми, сексом и родственниками. Пары, которые начинают спорить о деньгах уже в начале отношений, попадают в зону повышенного риска, независимо от состояния семейного бюджета. Соавтор исследования Джеффри Дью предполагает, что ссоры на этой почве часто указывают на более глубокие проблемы, например, вопросы власти и доверия между партнерами. Он отметил, что конфликты могут возникать после негативных финансовых событий, таких как потеря работы, когда стресс становится слишком сильным. Друзья, согласны ли с такими выводами? Напишите, пожалуйста, свой ответ в комментариях. Ну, на этом все. Я вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку. Не забудьте поставить лайк. Хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.